Привет, с вами Кинорассказ. Сегодня мы посмотрим фильм «Кто там?». История начинается с того, как молодая пара Эван и Карен разговаривает в кровати, и девушка говорит своему мужу, чтобы он подстригся. К ним в комнату врываются дети и поздравляют Эвана с Днем Отца. Мужчина начинает пугать детей монстром и прогоняет из комнаты. Его жена успешный художник, и сейчас она собирается вместе с детьми на отдых. У семьи есть собака по кличке Мартышка, ее оставляют с Эваном, так как у мужчины больное плечо и ему нужно поработать, поэтому с семьей на пляж он не едет. К ним в дом приходит помощник Карен, Луис. Женщина дала ему задание перевести через несколько дней ее скульптуру в художественную галерею. Луис шутит, что они с Эвансом устроят вечеринку, дети смеются и говорят, что никакой вечеринки отец не устроит. Карен просит помощника следить за скульптурой, так как она очень хрупкая. Мужчина провожает семью и идет в дом. Наступает ночь. На улице ливень, а Эван, слушая музыку, работает над новым проектом. Ему звонит по фейстайму Карен, она показывает их дом. Пара мило разговаривает и отключается. Через несколько минут в дом к Эвану кто-то стучится. Мужчина открывает дверь и видит двух молодых девушек. Они ищут какой-то дом, говорят, что очень устали. После небольшого диалога мужчина предлагает девушкам зайти и позвонить. Дженезис и Белл просят воспользоваться его интернетом. Эван соглашается и приносит девушкам полотенце и iPad. Они знакомятся и начинают общаться. Дженезис говорит, что их таксист ошибся с адресом, и их привезли вообще не туда. Эван заказывает Uber и говорит, что машина подъедет через 45 минут. Девушки просят кинуть их одежду в сушку, чтобы не ехать в мокром на вечеринку. Эван соглашается. Он также берет телефон Дженезис, чтобы починить его, положив в рис. Мужчина наливает чай, а девушки переодеваются в халаты. Когда Эван закидывает в стирку одежду Белл и Дженезис, они включают музыку и начинают танцевать, а Белл берет собаку на руки. Эван говорит девушкам, что раньше был диджеем. Белл и Дженезис расспрашивают мужчину о его семье, затем начинают с ним флиртовать, трогая мускулы и отвешивая комплименты. Эвану становится неловко, и он отсаживается от девушек. Они начинают говорить пошлые вещи, рассуждая о своих сексуальных предпочтениях. Белл и Дженезис находят фотографию Карен, хвалят ее внешность, а затем рассматривают ее скульптуру. Эван говорит, что у его жены будет выставка в Лос-Анджелесе. Девушки снова делают пошлые намеки. Эван отстраняется и смотрит на время, сообщает девушкам, что такси приедет через 20 минут. Белл и Дженезис говорят мужчине, что когда она будет замужем, то будут практиковать любовь втроем. Они снова трогают Эвана, и он в третий раз отсаживается от девушек. Они говорят ему, что учатся на стюардесс и что занимаются кексом с новым человеком в каждом городе. Дженезис спрашивает, как пройти в ванную. Пока ее не было, Эван ставит пластинку, и Белл начинает танцевать. Мужчина пытается вспомнить былые времена, надевает наушники и смешивает треки. Девушка берет Эвана за руки, и они танцуют, но когда девушка пытается поцеловать мужчину, он отстраняется. Подъезжает такси, Эван идет в душ к девушкам. Они начинают соблазнять его, но Эван говорит, что он не может. После продолжительных прикосновений девушки снимают одежду с Эвана, и все происходит. Такси уезжает, а Эван с девушками засыпают. Наступает новый день, мужчина спускается на кухню и видит, что девушки не уехали, а только устроили беспорядок и даже не думают уезжать. Эван переживает. Ему звонит жена, он выходит на улицу, а девушки подбегают к окну и дурачатся. Эван злится и прогоняет девушек, но они не торопятся уходить. Белл и Дженезис разрисовывают скульптуру жены. Мужчина собирается позвонить в полицию, но девушки говорят, что они несовершеннолетние и Эвана посадят. Мужчина предлагает девушкам заплатить. В дом приходит массажистка, Вивиан, и видит Дженезис. Женщина говорит Эвану, что это гадко, но это не ее дело, и уходит. Девушка говорит, что теперь все узнают, кто он такой. Эван злится и звонит в полицию, но Дженезис сбрасывает звонок и говорит, что они согласны уехать. Отвезя девушек, Эван возвращается домой и начинает уборку.
Наступает вечер, мужчина работает, как вдруг отвлекается на шум, он идет вниз и замечает разбитую фоторамку, наклонившись, его ударяет Дженезис по голове скульптурой. Мужчина приходит в себя и понимает, что его привязали к кровати. Эван достает телефон из кармана, в этот момент в комнату входит Белл в одежде его дочери. Эван просит отпустить его, но девушка придуривается ребенком, целует и бьет мужчину. Ему звонит Карен, девушки хотят ответить на звонок в компрометирующей позе, но Эван говорит, что согласен на близость с Белл. Все происходящее Дженезис снимает на телефон. Во время Эван высвобождает руку и сбрасывает с себя Белл. Мужчина идет к Дженезис, и она ударяет его вилкой в больное плечо. Эван корчится от боли, а после теряет сознание. Девушки привязывают Эвана шнуром к стулу и разыгрывают сценку, после чего надевают ему наушники. Девушки говорят, что они солгали ему так же, как и он своей жене, и начинают пытать. Дженезис задает вопросы Эвану, и за неправильные ответы девушка включает громкопомехи в наушниках Эвана. Дженезис задает новый вопрос. Сколько семейных мужчин смогли выжить в этой игре? Эван дает правильный ответ. Никто. Девушка предлагает выбрать мужчине себе наказание за его поступок, тюрьма, кастрация или смерть. Эван не успевает ответить, так как в дверь позвонил Луис. Девушки пишут ему сообщение с телефона Эвана, что в доме гостят племянницы. Луис открывает дверь и знакомится с Дженезис и Белл. Луис идет забрать скульптуры и находит их в испорченном состоянии. Он сразу понимает, что эти девушки не те, за кого себя выдают. Дженезис пытается соблазнить мужчину, но он не поддается на провокации. Луис слышит крики Эвана, находит его, но, заметив, как девушки ломают скульптуру, бежит к ним, после чего поскальзывается на осколки и умирает. Эван говорит девушкам, что они убили Луиса, но Дженезис отрицает, говоря, что его убила Карен своей скульптурой. Затем девушки обматывают тело газетами, превращая его в скульптуру. Потом Белл и Дженезис пишут сообщение от Эвана Луису с угрозами, тем самым подставляя его. Эван говорит девушкам, что очень любит свою семью, но Дженезис объясняет, что мужчина предал свою жену, и за это его ждет смерть. Эван кричит, он оправдывает себя, говоря, что девушки сами заставили его сделать это. Ночью Белл и Дженезис выкапывают могилу Эвану. А потом он понимает, что за ним давно следили эти две чокнутые. Наш монстр удивлен! Эван молча наблюдает, как они громят его дом. Затем девушки находят пистолет, который Эван хотел достать еще раньше, но он не успел. У мужчины остается 90 минут до его кончины. Девушки дают ему 30 секунд, чтобы он спрятался, и если они его не найдут, то покинут этот дом. Эван берет нож и прячется. Но, выбежав из дома, спотыкается и его ловят. Наступает утро. Эвана закапывают, оставив на поверхности только голову. Девушки решают пощадить мужчину, но для этого он должен позвонить жене и признаться в измене. Эван обманывает их, тогда девушки берут скульптуру, замахиваются и называют его «Эван-изменник», после чего опускают плиту рядом с его головой. Девушки говорят мужчине, что еще никто не отказал им и все-таки изменяли своей супруге, как бы сильно ее не любили. А также они сознаются, что им больше 18 лет. После чего девушки публикуют видео с изменой на странице Эвана и оставляют телефон перед ним. Мужчина достает руку и случайно ставит лайк. Домой возвращается Карен с детьми, они видят погром, и сын говорит, что у папы, видимо, была вечеринка. Есть альтернативная концовка этого фильма, в котором Эван мстит девушкам, он находит их дом, стучится, и они спрашивают, кто там. Напишите в комментариях, на какой еще фильм сделать пересказ, а также буду рад вашему царскому лайку и подписке.